Всем привет! Вы на канале Кат Рукодельница. Сегодня мы будем вязать комплект крючков. Он состоит из шапочки, снудов 2 оборота и перчаток. Автор шапочки Светлана Раева. Мне эта шапочка очень понравилась, поэтому я решила ее обязательно связать и дополнить снудом и перчатками. Вязала я из пряжи Alize Angora Gold. Из этой пряжи я уже вязала себе зимний комплект, только в белом цвете. Ссылки на него будут в описании под этим видео. Ниточка эта тоненькая, она с мохером, и расход пряжи на весь комплект составил 300 с небольшим грамм. Сейчас мы рассмотрим наш комплект поближе и приступим к его вязанию. Основной узор комплекта — это пышные столбики. Из них я формировала такие вот косички-колоски. Снуд в 2 оборота, как я уже сказала, его длина 120 сантиметров или в сложенном виде 60 и высота 23 сантиметра. Снуд является двусторонним, то есть с обоих сторон узор у нас полностью одинаковый. Что касается перчаток, такие перчатки я уже вязала. Мастер-класс у меня есть на канале. Единственное отличие, только я там выполняла манжет спицами, а здесь выполнила также пышными столбиками. Шапочка, она вяжется вся пышными столбиками. У нее высокий отворот, примерно 12 сантиметров. И в сегодняшнем мастер-классе мы именно будем вязать шапочку, а снуд и перчатки, как именно вяжутся, я покажу в следующем видео мастер-классе. Приступим к вязанию нашей шапки. Вязание шапочки начинаем с макушки. Для этого мы наберем 2 воздушных петельки. Первую я не затягиваю. И затем в первую воздушную петлю вяжем 10 столбиков без накида. Я уже провязала 10 столбиков. Теперь за конец рабочей нити тянем и затягиваем нашу первую воздушную петельку. Столбики слишком тугими не вяжите, пусть они будут более рыхлыми. И теперь вяжем соединительный столбик в первый столбик без накида. Дальше выполняем 5 воздушных петель. И теперь приступим к вязанию узора из пышных столбиков. В первом ряду мы провяжем пышный столбик в каждый столбик без накида. То есть всего получится 10 пышных столбиков. Выполняем накид на крючок. И теперь вяжем первый пышный столбик в предыдущую петельку. Вот у нас идут наши воздушные петельки из этой петли, и в предыдущую петлю вводим крючок и вытягиваем рабочую нить на высоту нашей воздушной цепочки. Придерживаем все петельки на крючке, делаем накид, все придерживаем, 5 вводим туда же крючок, выполняем второе вытягивание, все петли придерживаем, накид, третье вытягивание и четвертое. Теперь провязываем все петли и делаем воздушную петельку, закрепляя наши витки пышного столбика. Затем выполняем накид и вяжем столбик с одним накидом. Вот здесь вот у нас идут воздушные петельки. И в следующую пустую петельку вяжем столбик с одним накидом. Затем выполняем 2 воздушные петли. И сейчас будем опять вязать пышный столбик, также назад в ту самую петельку, откуда у нас идут воздушные петли подъема. То есть назад вяжем. Вытягиваем. Также 4 раза. Все петельки не забывайте придерживать.
И затем все вместе их провязываем. И закрепляем воздушной петлей. Дальше будем вязать столбик с одним накидом. Вот посмотрите, вот здесь вот у нас связан столбик также с одним накидом. Вот здесь вот пышный столбик, в следующей петле столбик с одним накидом, и в пустую петельку вяжем еще один столбик. Опять же 2 воздушные. И начинаем вязать пышный столбик в предыдущую петлю, то есть там, где у нас идет столбик с одним накидом. То есть я сделала накид. Таким образом получается, что у нас в каждый столбик без накида связан пышный столбик и столбик с одним накидом. То есть таким образом мы провязываем первый ряд, который будет состоять из 10 пышных столбиков. Я связала уже 9 пышных столбиков. Посмотрите, вот у меня между первым и 9 пышным столбиком вот одна петелька осталась, из нее у меня идет столбик с одним накидом. Смотрите, сейчас я вяжу столбик с одним накидом в ту же самую петлю, откуда у меня идет первый пышный столбик. Выполняю 2 воздушные и вяжу пышный столбик назад, то есть в ту петельку, откуда у меня идет только столбик с одним накидом. Закрепили его воздушной петлей, и теперь в нашу цепочку подъема, вот она у меня, 2 петельки пропускаем и в третью вяжем соединительный столбик. Вот такой цветочек у нас получается. Далее вот в это вот отверстие, то есть под воздушные петельки подъема, мы вяжем соединительный столбик и выполняем 5 воздушных. Каждый ряд у нас будет начинаться с 5 воздушных петель. Разворачиваем вязание и приступаем к вязанию второго ряда. Сейчас мы наши столбики с одним накидом и пышный столбик будем подвязывать под воздушные петли, которые мы вот вязали перед каждым пышным столбиком. Вот так вот их поднимем везде, чтобы было хорошо видно. Я подправила все воздушные мостики из 2 петель. И теперь приступим уже к вязанию второго ряда. Он будет состоять также из 10 пышных столбиков. Я делаю накид на крючок и пышный столбик буду вязать точно так же назад. Вот под предыдущий воздушный мостик. Вот из этого воздушного мостика у нас идут петли подъема. И предыдущий воздушный мостик я ввожу крючок и провязываю пышный столбик. Вытягиваю также все полностью. И теперь будем делать уже не 4 вытягивания, а 5. Я выполнила 5 вытягиваний. Также провязываем все петли на крючке. И воздушную петельку делаем. Теперь вяжем столбик с одним накидом. Также вот здесь вот уже из этого воздушного мостика у нас тут петли подъема. Мы подходим к следующему воздушному мостику и вяжем под него столбик с одним накидом. Затем 2 воздушные петли. И опять будем вязать пышный столбик под предыдущий мостик, из которого у нас идут здесь воздушные петли подъема. Также выполняем сейчас всегда по 5 вытягиваний. Пышный столбик готов, опять вяжем столбик с одним накидом. То есть вот здесь у нас уже в этом воздушном мостике идет столбик с одним накидом. Вяжем следующий. Дальше 2 воздушные. И опять пышный столбик. Возвращаемся назад. То есть вяжем под воздушный мостик, откуда у нас идет столбик с одним накидом. Таким образом довязываем ряд до конца.
Я уже связала 9 пышных столбиков, и завершаем ряд мы следующим образом. Мы сейчас вяжем столбик с одним накидом точно туда же, где у нас первый пышный столбик. Затем 2 воздушные. И вывязываем пышный столбик, вернувшись назад, то есть под тот воздушный мостик, где у нас идет столбик с одним накидом. И затем мы вяжем соединительную петельку в нашу воздушную цепочку подъема. То есть достаем нашу воздушную цепочку подъема из серединки пышного столбика и, отступив 2 петельки, в третью вяжем соединительный столбик. Дальше при помощи соединительного столбика передвигаемся под воздушный мостик, образовавшийся. Вяжем 5 воздушных. И опять разворачиваем наше вязание. И со следующего ряда мы будем уже выполнять прибавление. Прибавление будем выполнять через каждые 2 пышных столбика. То есть сейчас мы, как обычно, вяжем 2 пышных столбика. Вязать их будем также под воздушные мостики. Их необходимо для начала все вытащить, чтобы было потом удобнее. То есть я вяжу назад под воздушный мостик. Также делаем 5 вытягиваний. Здесь у нас под этим воздушным мостиком идут наши петли подъема, то есть мы под следующий воздушный мостик вяжем столбик с одним накидом. То есть выполняем 2 пышных столбика. Я связала уже 2 пышных столбика, и теперь будем выполнять прибавку. Прибавку мы будем выполнять прямо вот над этим пышным столбиком. Посмотрите, сейчас я буду куда вязать столбик с одним накидом, в столбик с одним накидом предыдущего ряда. То есть не вот сюда, вот под эту воздушную цепочку, а ближе. Столбик с накидом предыдущего ряда. Затем 2 воздушные. А пышный столбик буду вязать в пышный столбик предыдущего ряда. То есть вот здесь у меня столбик с накидом. И вот сюда, вот в вершину пышного столбика вяжем пышный. То есть смотрите, как получилось. Вот два столбика пышных имеют одну общую вершинку. И дальше опять вяжем 2 столбика, как обычно. То есть сейчас у нас должна быть задействована вот эта вот следующая наша воздушная цепочка. Вяжем в нее столбик с одним накидом, 2 воздушные. И пышный столбик мы вяжем вот от этого пышного столбика, где у нас общие вершины, вот в этот воздушный мостик, который как бы закрыл вот этот вот новый наш пышный столбик. То есть разрываем эту дырочку, воздушный мостик, вот он здесь прям прячется от нас, и вяжем пышный столбик. И вяжем сейчас еще один пышный столбик, то есть обычный. Этот мостик у нас уже воздушный занят. Берем следующий. 2 воздушные и пышный столбик.
посмотрите, у меня 2 столбика, вот эта прибавка и еще 2 пышных столбика. И сейчас опять делаем прибавку. То есть я сейчас столбик с накидом вяжу не под пустой мостик из 2 воздушных петель, а в столбик с накидом предыдущего ряда. Затем 2 воздушные и пышный столбик вяжем в вершину вот этого столбика пышного. И закрепляем его воздушной петлей. Вот она наша прибавочка, опять 2 пышных столбика с общей вершинкой. И дальше продолжаем вязать. То есть вот этот у нас уже воздушный мостик занят, вот под следующий. Схватываем его, вяжем столбик с одним накидом, 2 воздушные. И возвращаясь назад, мы должны связать пышный столбик. Он у нас закрывается прибавкой, вот этот воздушный мостик, вот так отодвигаем. И вот у нас воздушный мостик. Под него вяжем. Дальше вяжем еще один обычный столбик. Здесь у нас уже занят воздушный мостик из 2 петель под следующий мостик. Подвязываем столбик с одним накидом, 2 воздушных и пышный столбик, вернувшись назад под предыдущий воздушный мостик. То есть вот она прибавка, как галочка выглядит. И 2 следующих пышных столбика. И сейчас опять выполняем прибавку. То есть прибавку делаем через каждых 2 пышных столбика. Таким образом мы выполняем ряд до конца. Я уже провязала 14 столбиков. Вот смотрите, у меня идет 2 столбика, прибавка, галочка. Опять 2 столбика, галочка, прибавка. 2 столбика, галочка, прибавка. 2 столбика, вот она прибавка, галочка. И опять 2 столбика. И сейчас мы должны связать прибавку. То есть получается, что мы сейчас будем вязать столбик с одним накидом. И вот в центр нашего вот первого самого пышного столбика, туда, где у нас идут воздушные петли. Открываем это место, вяжем туда столбик с одним накидом. 2 воздушные и пышный столбик в основание вот этого пышного столбика предыдущего ряда. И также вяжем теперь соединительный столбик в нашу 3-ю петлю с нашей воздушной цепочки. То есть в 3-м ряду у нас получилось уже 15 пышных столбиков. Таким образом мы будем в каждом ряду делать 5 прибавлений. И то есть каждым рядом количество пышных столбиков между прибавлениями у нас будет увеличиваться на 1. То есть в следующем ряду мы будем вязать 3 пышных столбика прибавкой. В следующем ряду 4 пышных столбиков прибавка. И так далее, пока у нас размер донышка не достигнет необходимого размера. Я уже провязала 8 рядов пышных столбиков. В последнем ряду у меня уже прибавочки идут через 7 столбиков, и донышко достигло нужного размера. Измеряем его следующим образом, то есть от центра до любого угла. Оно уже вот почти, можно сказать, 9 сантиметров, почти 9. Я уже лишний ряд вязать не буду, иначе шапочка будет слишком большая. То есть дальше мы будем вязать уже без прибавлений. У меня в последнем ряду 40 пышных столбиков, то есть я сейчас вяжу постоянно по 40 пышных столбиков в ряду, пока моя шапочка не достигнет необходимой мне высоты. Донышко может у вас немножко выпирать,
Но это ничего страшного, то есть как бы такой конус образуется. В готовом изделии уже шапочка все равно в итоге ляжет хорошо, и этого не будет заметно. Я уже провязала мне необходимую высоту мою шапочку. Всего получилось она у меня примерно 33-34 сантиметра. И обратите внимание, лицевая сторона у меня шапочки идет та, где первый ряд столбиков пышный, он изнаночный. То есть теперь мы выполняем отворот, и наша шапочка готова. Если вам понравился видеоурок, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. На этом у меня все. Всем пока-пока!